Нет личной жизни. В чем же проблема? Давай посмотрим вместе. Как всегда, с вами Вика и новый расклад Таро для мужчин. Настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями и смотрим, в каких энергиях вы находитесь. А для записи на личный расклад и на диагностику негатива телефон под видео. Смотрите, мои хорошие, мне сразу же показана какая картина. Есть среди вас те, которые уже потеряли веру в женщин просто по той простой причине, что, с одной стороны, да, вы женщинам нравитесь и всегда нравились, вы это знаете. Но как-то очень быстро, ну, к примеру, да, вот завязываются у вас новые отношения, и очень быстро вот они как-то разваливаются, либо женщина непонятно куда исчезает, да. У кого-то может проиграться, что вот личная жизнь реально в подвешенном состоянии, как у нас первая карта показывает. То есть длительный период вы, может быть, не можете найти женщину, ну, все вам не такие, все не подходят, все там, допустим, корыстные, либо же какие-то несерьезные, да. Ну, то есть в любом случае вы не можете устроить свою личную жизнь, поэтому уже опускаются руки, поэтому уже начинаете, может быть, комплексовать, вы можете не верить в себя, вы можете думать об этом днем и ночью, что же такое, что случилось, почему вот проблемы в личной жизни, да, хоть всегда нравились, всегда был, ну, такой парень хоть куда, а сейчас вот, ну, так происходит. На самом деле вы человек семейный, и вот это очень часто у нас показывается в раскладах, да, вот сигнификаций. То есть, либо же, смотрите, поскольку это общий расклад, либо же вы сейчас еще не разведены в отношениях, либо же вы вот именно мечтаете о новой семье, да, вы хотели бы, но не получается. Вот не получается построить не то что новую семью, не получается отношений построить. Что еще нужно знать? Очень переживаете по этому поводу. И смотрите, мне показано, что даже есть среди вас те, которые могут задумываться, может быть, вам было сделано. Ну, то есть магическим образом была либо же порча, там отвороты, привороты. Можете думать об этом, и вы знаете, это действительно есть правда. На некоторых, опять же говорю некоторых, потому что общий расклад, есть магическое воздействие, порча на одиночество. Это говорю коротко, да, мы сейчас не будем разбираться, что, как и кто сделал. Это только на личном раскладе, на диагностике, поэтому кто хочет, добро пожаловать, записывайтесь. Но здесь есть у вас, у некоторых, магическое воздействие. Именно из-за этого вы не можете никого найти, либо же находите и очень быстро теряете новых женщин. Поэтому, пока вы это не почистите, не снимете, ситуация будет продолжаться. Опять же, вы будете оставаться парень хоть куда, вы будете продолжать нравиться женщинам, но толку не будет. Поэтому я имею в виду вот сейчас именно у кого есть подозрения по магии. Я не о всех говорю, поэтому не падайте в обморок, ребят. Далее. Вы человек очень чувствительный, очень эмпатичный, модное сейчас слово, да? Вы всегда придете на помощь, вы протянете руку. Вы человек, который имеет, в общем-то, лидерские качества, но иногда лидер, ну, как бы чахнет, да? Иногда у лидера заканчивается энергия, запал. И очень часто переживаете вот именно по поводу личной жизни. То есть такой вот сильный мужчина, который может вести многих людей за собой, порой опускает руки. И это про вас, ребят. Давайте сделаем маленький опрос как раз по этому поводу. Вот реально у вас опускаются руки от того, что вы, ну, может быть, длительный период не можете устроить свою личную жизнь. Либо же у вас все хорошо, замечательно. Напишите, ребят, пишите все. Очень интересно всегда читать ваши комментарии. Вы человек, который является человеком действий, не пустомеля.
мужик сказал, мужик сделал, это именно про вас. Вам бы даже было как-то стыдно, да, вот пообещать и не сделать. Вот вы четко все стараетесь выполнять. Если вы что-то не можете выполнить, вы всегда предупредите человека. Допустим, там, я постараюсь, я попытаюсь, да. Если вы не уверены в своих силах. Но обещать, вот пустые обещания, это точно не про вас. Вы владеете, опять же, мне показано, есть среди вас те, кто владеют, помимо сильной энергетики, да, у вас есть еще магические способности. Вы об этом можете знать, либо же подозревать, догадываться, потому что либо же ваши слова сбываются. Вот вы можете сказать что-то, да, либо подумать, и это все сбывается. Вы можете даже побаиваться уже своих слов, можете бояться что-то думать, чтобы, ну, если это в каком-то негативном ключе, только чтобы это не сбывалось. Разные таланты есть, потому что, опять же, вас много, у всех не могут быть одни таланты. Кто-то целителем может быть, кто-то к Таро есть способности, у кого-то еще какие-то магические. Поэтому вы, если захотите, можете смело развивать их, но почему-то вы то ли пугаетесь, то ли как-то ищете отговорки, только бы этим не заниматься. Есть небольшой еще страх перед магией, поэтому у каждого это по-своему будет проиграно. Ну, давайте-ка смотреть, мои хорошие, в чем же проблема? Почему нет личной жизни? В принципе, я уже часть сказала. Часть я уже сказала. В общем-то, у нас это показано было в сигнификации. Ну, посмотрите, вот вы, ух ты, император и императрица. Во-первых, смотрите, еще среди вас есть те, я просто буду разные ситуации рассказывать, поскольку это общий расклад, а вы примеряете, кому что подходит. Есть среди вас те, которые не отпустили прошлое. Кто еще имеет надежду, а вдруг с бывшей получится. Даже если вы не думаете о примирении, может быть, вы ее просто не отпустили. Поэтому все ваши новые знакомства, они сами собой отпадают. Да? Вы пытаетесь в женщинах найти что-то негативное. Вы пытаетесь вот ее наделить какими-то качествами, которых у нее может быть и нет, да? А вот у страха глаза велики, вот вам покажется, что вот она такая, она сякая, да? И вы вот ищете как будто оправдание для самого себя, только чтобы вот с ней не быть. Вот она может быть, ну, к примеру, да, говорю, ну, какая-то ситуация может между вами быть, даже если вот познакомились вы с женщиной, и вы подумаете, допустим, что вот она недостаточно заботливая, либо она недостаточно хорошая хозяйка, либо она там, я не знаю, в интиме не очень хорошая, хотя она может быть и хорошая хозяйка, а вы ищете какие-то вот такие подоплеки, чтобы только с ней не быть. Я сейчас такой самый примитивный пример вам привела. У каждого это свои страхи могут быть и оправдания. Поэтому те, которые не отпустили прежнюю женщину, я бы вам советовала пока не вступать в новые отношения, пока вы не подзабудете бывшую. Иначе абсолютно все женщины будут для вас плохие. Но не то чтобы плохие, ну, будете какой-то подвох искать. Либо же она там лицемерная, либо она слишком красивая, а значит, она будет гулящая. Ну, то есть вы знаете все свои мысли, правда? Поэтому это один такой момент для тех, кто не отпустил бывшую. Ну, кто хочет еще помириться, здесь и так понятно, да, что не до женщин, здесь ваша жизнь, ну, личная жизнь, я имею в виду, она очень сильно стоит на паузе, поэтому даже не удивительно. Что еще может стопорить вашу личную жизнь? Помимо магии, да, магия тоже сюда можно отнести. Теперь еще такой момент, смотрите. Есть среди вас те, которые, опять же, после такой своей дикой боли в прежних отношениях, после того, как, конечно, вы очень сильно переживали, дикий стресс перенесли, кто-то сейчас может быть в таких энергиях, потеряли надежду вообще и веру в женщин. Вот просто, как будто все женщины для вас вот под одну копирку. Нет доверия, да, вот боитесь опять же наступить на те же грабли, боитесь обжечься.
этими негативными мыслями вы себя все больше тянете в это болото одиночества. Это скорее будет психотравмой называться. Я сейчас, ну такой у нас, знаете, психологический расклад Таро у нас сегодня. Если кому-то не нравится, можете пролистывать, ребят, потому что тоже периодически мне кто-то пишет, бывает, да, к счастью, что это редко, что вот, давайте без психологии. Но если кому-то не нравится, я же никого не держу. А кому нравится, добро пожаловать и смотрим дальше. Поэтому смотрите, вы сами себя, ребят, тянете в это болото одиночества своими мыслями. Если вы понимаете, что вы не можете справиться с какой-то проблемой, да, с мыслями своими, страхами, опасениями, то здесь нужно действительно обратиться либо к психологу, к психотерапевту, может быть, кому-то потребуется и к психиатру обратиться, потому что, ну, у всех разная психика, у всех разные нервы, нервная система, да. Поэтому пока вы не избавитесь от этих страхов, сомнений, комплексов, ну, здесь толку будет мало, ребят. Я не пугаю, я не пытаюсь что-то плохое сказать. Вы знаете, что я всех люблю. Кто любит меня, я всегда всех люблю. Ну, кроме там каких-то хейтеров, может быть. К счастью, они единичные. Поэтому, мои дорогие, подумайте, вот кого накрывает. Вас могут накрывать депрессивное состояние из-за женщин, да, что вот вы можете вплоть до того, что где-то там, допустим, у вашего друга, либо у знакомых, там на работе, у соседей, вы знаете какую-то личную историю, и вы понимаете, что вот и там женщина плохая, и у того друга плохая, и у этого плохая. И вы вот как будто это все обобщаете, и вас накрывает еще больше. Вы уже сами себя убеждаете, что да нет нормальных женщин, да где же их взять, понимаете? Ну такие настолько пессимистичные мысли могут вас накрывать. Далее, давайте-ка еще посмотрим, в чем проблема вашей личной жизни. Ну, то, что магия, опять мне показана, магия однозначно. Смотрите, судя по раскладу, то, что я вижу, мне постоянно вот карты показывают. Магия – это одно дело, но ваши страхи и сомнения – это другое. Страхи и сомнения, страх разочарования, что вы снова разойдетесь. Опять-таки мне эту ситуацию показано. Хотя я вам скажу так, есть среди вас еще, знаете, кто? Вы еще боитесь влюбиться. Есть среди вас, ну, опять же, примеряйте под себя, да, кому что подходит. Есть среди вас те, которые, в общем-то, открыты для отношений, но страх влюбиться. Вы понимаете, что если вы влюбитесь, вы снова начнете растворяться в этой женщине, вы снова начнете ее залюбливать, задаривать, ну, в меру своих возможностей, понятно. А потом вам опять нож в спину. И опять-таки это очередной ваш страх. То есть вы понимаете, что все вокруг да около вертится вокруг ваших страхов, сомнений, опасений, ну, плюс магия еще, конечно. Но магия это нужно смотреть индивидуально на личном раскладе, на диагностике. Поэтому смотрите, ребят, я бы вам советовала все-таки, если вы можете, ну, достаточно это сильным нужно быть человеком, чтобы вот как бы структурированно, ежедневно заниматься самим собой, как-то анализировать, да, вот пытаться отбросить эти страхи, сомнения. Если вы сможете это сами сделать, пожалуйста. Если нет, ну, лучше обратитесь к специалистам. У вас есть большой шанс встретить новую большую чистую любовь. Причем это будет настоящая любовь. Это забегая вперед, я вам говорю, то, что у вас может быть, если вы отбросите все свои сомнения и страхи. Ну, если кому потребуется чистка, конечно, нужна будет. У вас будет новая любовь, причем такая, которая бьет ключом через край. Это будет женщина, за которую, это одинокая женщина будет, которая нравится мужчинам. То есть она очень хороша собой, она классная. Это женщина на зависть всем вашим окружающим. Женщина, которой обычно оборачивается во след. То есть она красотка, она классная. И у вас есть шанс
встретить такую женщину, но если, опять же, вы поработаете над собой. С ней могут быть чувства, которые вы давно не испытывали. С ней будет горячо, жарко, страстно, с ней будет интересно, с ней будет спокойно. Вот именно женщина, которая вам подарит такое душевное внутреннее спокойствие, о котором вы так мечтаете. С этой женщиной вы можете избавиться от каких-то страхов, сомнений, да, вот она вам окончательно покажет, что, ну вот я классная, мне можно верить, доверять, вот в таком плане, да, вот она как-то, ну настолько вас расположит к себе, настолько вы влюбитесь в нее, что у вас не останется даже капли сомнения. Но сначала, конечно же, нужно поработать, как я уже говорила, поработать над вашими сомнениями и страхами. Не бывает, что вы вот встречаете человека, и вы целиком и полностью сомневаетесь, не доверяете, да, вот ждете какого-то подвоха. Не бывает тогда нормальных отношений, потому что женщина это почувствует, что вы ей не верите. И, конечно же, могут начаться конфликты, ссоры и расставания. Ну, вы понимаете, никому не понравится, ни мужчинам, ни женщинам, когда вам не доверяют, правда? А это чувствуется энергетически. Это всегда чувствуется, как бы вы ни скрывали, да. Кто-то лазит по телефонам, проверяет, кто-то соцсети, кто-то еще как-то следит, либо же сцены ревности устраивает. Ну, то есть у каждого свои тараканы. Поэтому, мои хорошие, вот судя по сегодняшнему раскладу, очень четко видно. Магия, страхи, сомнения, комплексы. Страх, конечно же, наступить на те же грабли, он тоже очень большой. Потому что когда растворяешься в человеке, любишь безумно, да, стараешься сделать человека счастливым, а тебе плюют в душу потом, то, конечно, очень тяжело выйти из этого состояния, когда тебе больно, правда? Поэтому, мои хорошие, вы у меня сильные, вы, я думаю, справитесь. Кто сам не справится, обращайтесь к специалистам. Кто хочет сделать диагностику, негатива, чистку, добро пожаловать, телефон под видео, пишите. Всегда, чем могу, помогу, и почистим, и поставим защиту, и будет вам счастье. Поэтому обязательно работайте над собой. Это, кстати, очень важно и полезно, ребят. Это полезно, иногда осознаешь даже свои какие-то ошибки, понимаешь, что да, где-то, может быть, и сам накосячил, что-то не так сказал, сделал, где-то был неправ. И это очень полезно, да, порой вот признавать, что ты, ну, неправ был. Ну, все мы живые люди, все мы делаем ошибки, не бывает идеальных людей. И это абсолютно не стыдно признать, что вот, ну да, я в чем-то был неправ, да. Поэтому, мои хорошие, я верю, что у вас все получится. Туз кубков нам об этом говорит, что все-таки новая любовь у вас есть на горизонте. Но главное, избавляйтесь от своих проблем, страхов, сомнений и магии. Вот такой был сегодня расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. И всем пока!